Как понять, что Новый год уже близко? Лично до меня начинает доходить, когда появляются смартфоны версии будущего года, в данном случае 19-го. Так это и работает. Что там приехало в 2019? Так это уже скоро. И вот он, первый вестник на нашем канале – Huawei P Smart 2019. Причем его не только показали раньше своего года, но и на витрины он попадет еще до конца декабря. И первый P Smart, и улучшенный Plus зашли на рынок хорошо. Это и по вашим комментариям было видно. Посмотрим, насколько стало лучше и вообще стало ли. Сама Huawei как-то странно трактует развитие линейки. Мол, Plus – это отдельное ответвление, а именно продолжение первого P Smart – это вот эта модель 2019 года. Мы пропускать Plus не будем, сравним сразу все три смартфона, чтобы понять, в чем же разница. P Smart вышли в течение 1 года, и на их примере хорошо видна эволюция дизайна большинства смартфонов. Сначала взялись за широкоформатные экраны, потом ударились в челку, осознали, что, наверное, зря, и вот теперь будут активно от нее избавляться. И каплевидный вырез – это одна из самых адекватных и симпатичных альтернатив. Так что лицевая сторона мне однозначно больше нравится у версии 2019. Экран тут тоже идет прицепом. Не эстеты разницы между двумя старшими вряд ли заметит. Характеристики у них почти одинаковые. Но вот визуально, согласитесь, интереснее тот, что с каплей. Сзади развитие уже не линейное. Тут почти полностью корпус из металла, тут металл и стекло, а самому новому достался пластик. Причем какой-то хитрый пластик. С виду и по ощущениям так точно стекло. При этом он заходит и на боковые стороны. Так что по сути тут и рамки-то выделены нет. Решение на любителя, честно скажу. С одной стороны круто, что переход очень плавный, но с другой скользко получилось. Поэтому советую подержать лично, попробовать как оно. Ну и еще один спорный момент, который в начале 18-го еще можно было простить. Но вот уже и 19-й на подходе, а micro-USB все еще тут. Недавно пришло в голову оправдание, что может так делают, потому что у покупателя смартфона среднего сегмента, скорее всего, дома будет валяться связка проводов с micro-USB, чем с Type-C. Но это так, просто поразмышлять. У меня бы со старым разъемом почти ничего и не осталось уже, так что неудобно. Идем все-таки в будущее, значит нужно стандартизировать новый разъем. Теперь к железу. У первого P Smart Kirin 659, чип среднего уровня, а у двух остальных его следующая версия, 710. Последняя примерно на 70% мощнее по ядрам и на 30% по графике. Оперативка как-то странно гуляет, 3, 4, потом снова 3. Но особой разницы от минус гигабайта я все равно не вижу. Да, запущенное где-то в обед приложение под вечер вряд ли все еще будет ждать в памяти, но лично для меня это не критично. Тем более, что даже если что-то и выгрузилось, запускается потом вполне быстро. Думаю, еще играет роль новая версия системы и Emotion UI. У P Smart 2019 все это на 9, тогда как оба предшественника на 8. И, конечно же, новые функции, анимации, все это тоже в плюсы записываем. Но опять же, по скорости особой разницы в работе систем нет. Преимущество мощности двух новых лучше искать в играх. Kirin 710 не против прогнать через себя графику PUBG, NBA 2K18, Rules of Survival и еще парочка игр, поддерживающих фирменную технологию GPU Turbo 2.0. Игры, которые о ней пока не слышали, пойдут на около средних настройках, если говорить о чем тяжелом. На 659 все соответствует озвученной разнице, то есть около 30%. С этим чипом тоже можно поиграть, но чаще это будут низкие пресеты. NFC-модуль тоже плавает как оперативка. Сначала был, потом не стало, и вот снова появился. Почему характеристики не улучшаются линейно? Скорее всего, потому что P Smart Plus действительно модель, которая идет своим путем. Но прежде чем делать окончательные выводы, глянем на камеры. А они это как раз подтверждают. У версии 2019 лучше основной модуль. Это факт, особенно ночью. Но вот фронталка у него одна, и по качеству фото она скорее где-то рядом с первым P Smart, нежели плюсом. Итого, однозначно сказать, что 2019 самый лучший из этих трех смартфонов нельзя. Теперь понятно, почему сама Huawei не берет плюс-версию в сравнение. Она действительно тут не вписывается. Очевидно, что самый младший во многом уступает двум старшим. Тем не менее, у него такая же автономность. Около 7 часов экрана в тесте видео, есть NFC и заметно меньший ценник. Если сравнивать P Smart Plus за примерно $270 и P Smart 2019 за $230, то думаю, большинство выберет
будет тот, что дешевле и новее. Спереди он симпатичнее, основная камера лучше и ОС новее. Но будут и те, кто NFC не пользуется и предпочтет немного переплатить за плюс-версию, чтобы вместо гладкого корпуса из пластика получить комбинацию металла и стекла, а также более крутую двойную фронталку. Вот такая эволюция получилась. Пишите, что вы обо всем этом думаете и какой из трех P-Smart, по вашему мнению, подходит лично вам. Если видео вам понравилось, то смело ставьте лайк, подписывайтесь и включайте колокол для уведомлений. Пока!